сожалению, рост мышц не является прямым линейным процессом. Когда вы новичок и только начинаете свои тренировки, чаще всего вы можете набрать 1-2 кг мышечной массы в месяц, когда атлет среднего уровня может набрать только 500 грамм-килограмм мышечной массы в месяц, а профессионал, который занимается правильно, последовательно на протяжении многих лет, у него это число снижается практически до нуля и находится в диапазоне от 0 до 200-300 грамм мышечной массы в месяц, и это в лучшем случае. Но независимо от того, на каком уровне вы находитесь, существуют полезные методы тренировок, которые вы можете использовать, чтобы способствовать росту мышечной массы, преодолеть застой и просто наращивать мышцы быстрее. И первый такой метод – эксцентрическая нагрузка. Когда мышца сокращается, она либо укорачивается, либо удлиняется. Фаза, в которой мышца укорачивается, называется концентрической, а фаза, в которой мышца удлиняется – эксцентрической. То есть эксцентрическим сокращением называют напряженную мышцу, которая удлиняется под нагрузкой. Так называемая негативная фаза. Простой пример – упражнение на бицепс. Когда вы сгибаете руки, происходит позитивная фаза. Когда разгибаете – негативная фаза. Таким образом, чтобы этот метод работал, нам необходимо сделать негативную фазу сложнее, чем позитивная. Опять же, на примере бицепса необходимо, чтобы наши руки разгибались значительно дольше, чем сгибались. Обычно работают на 2, 4, 6 секунды. Преимущество такой нагрузки в том, что мышцы при негативной фазе способны выдавать силу на 20-60% больше, нежели при позитивной фазе. Проще говоря, негативная фаза позволяет вам достичь более высокого уровня мышечной активации, что приводит к большему мышечному росту. И чтобы как-то подкрепить мои слова, в описании к ролику будут все научные исследования и ссылки на зарубежные источники. И когда будешь искать, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это очень важно. Спасибо. И важно отметить, что этот метод требует больше усилий от вашего тела, чем обычно, поэтому вам потребуется больше времени для восстановления. Определенно не надо использовать этот метод во всех ваших упражнениях, так как это приведет к слишком большой нагрузке на ваше тело, особенно на суставы, и вы не получите никакого положительного эффекта. Всего хорошо в меру. Второй метод. Используйте кластеры. Кластеры – это отдых во время подхода. То есть, обычно вы выполняете, например, подход становой тяги на 6 повторений, после чего отдыхаете 3-4 минуты. Кластеры же предлагают вам с большим весом сделать сперва 2 повторения, после чего 10-15 секунд отдых, затем еще 2 повторения, 10-15 секунд отдых и еще 2 повторения, после чего у вас идет стандартный отдых до следующего подхода 3-4 минуты. То есть при использовании кластеров вы поднимаете больший вес на 6 повторений, который при обычном выполнении вы могли бы поднять всего на 3 повторения, что значительно увеличивает объем проделанной работы. Исследования показали, что этот метод не только хорошо стимулирует рост мышечной массы, но и дает значительный прирост в силовых показателях. Но есть две важные вещи, о которых стоит сказать. Во-первых, нецелесообразно использовать этот метод для упражнений, которые требуют постоянной перестановки, снятия или взятия веса. Например, такие как сжим гантелей лежа или приседания. Лучше использовать этот метод с упражнениями такими как становая тяга, подтягивания, где вам не требуется постоянно менять положение или скидывать и закидывать вес. И второе, это то, что этот метод эффективен только с тренировками с большим весом. При тренировках с умеренным весом, с которым вы обычно работаете на 10-12 повторений, этот метод неэффективен и лучше работать в стандартном режиме, а от кластеров в этом случае отказаться. И третий метод – предварительная активация мышц.
Используя этот метод, вы можете работать лучше после того, как достигнете высокого уровня мышечной активации. Этот метод достаточно распространен, и суть его в том, что сначала вы делаете очень тяжелый одноповторный подход, после чего сбавляете вес и через 3-4 минуты делаете второй тяжелый подход, но уже стремясь к 6 повторениям. После такой активации, выполняя ваши обычные подходы, ваша производительность и работоспособность значительно возрастут. Однако этот метод работает не на всех, и некоторые люди чувствуют наилучший эффект после первого тяжелого одноповторного подхода, уже не делая второй. И не надо забывать про меру, не надо использовать этот метод во всех ваших упражнениях. Используйте его только, например, в базе, в жиме, в тяге, в приседе. И давайте соберем 3000 лайков, и я сделаю вторую часть с еще более интересными способами увеличения мышечной массы и силы. Всем пока!